Когда-нибудь вы ловили себя на том, что слишком много думаете о каждом мелком поступке парня, задаваясь вопросом, действительно ли это что-то значит? Вы не одиноки. Понять, действительно ли парень вас любит, может показаться расшифровкой тайного языка, запутанного, раздражающего и иногда утомительного. Но что, если наука и советы экспертов наконец-то могут дать вам ту ясность, которую вы так долго искали? С возвращением на наш YouTube-канал «Ваше пространство» для реальных наблюдений за человеческим поведением и связью. Сегодня мы погружаемся в некоторые тонкие, но мощные признаки, которые могут показать, действительно ли парень вами интересуется, даже если он ни словом об этом не обмолвился. Давайте начнем с одного из самых распространенных и коварных признаков. Он начинает задавать вопросы, чтобы выяснить, свободны ли вы. Это может звучать как обычная беседа, например, спрашивает, какие у вас планы на выходные, или живете ли вы одна, или с соседями. Но, по словам эксперта по отношениям Жустин Мфулама, эти тонкие вопросы — его способ понять, есть ли у него шанс с вами. Он ищет зеленый свет, прежде чем сделать шаг, а еще зрительный контакт. Не случайный, а намеренный. Исследования показали, что когда мужчина романтически заинтересован, он склонен больше смотреть на лицо женщины или верхнюю часть ее тела. И это не просто теория, это подтверждено исследованием, опубликованным в архивах поведения сексуального поведения. Если парень задерживает взгляд чуть дольше обычного, скорее всего, это не просто вежливость. Еще одна интересная подсказка — его скорость ходьбы. Исследование, опубликованное в журнале PLOS UN, показало, что мужчины склонны замедлять шаг, когда идут рядом с женщиной, которая им нравится. Если он подстраивает шаг под ваш, незаметно, его интерес может быть не просто дружеским. Юмор — еще один большой знак. Если он постоянно шутит рядом с вами, заставляет вас смеяться или поддразнивает по-дружески, скорее всего, он старается произвести впечатление. Как говорит Мфулама, юмор — это часто тонкая форма флирта. И исследования показали, что и мужчины, и женщины чаще используют юмор с теми, кто им нравится, и смеются над их шутками больше. Если парень предлагает помощь, особенно если вы не так хорошо знакомы, это тоже может быть явным признаком. Может быть, он предлагает помочь с переездом, учебой или починить что-то. Это может показаться просто добрым жестом, но зачастую это его способ показать интерес и попытаться установить более тесную связь. Обратите внимание и на его язык тела. Если вы разговариваете в группе, и он поворачивается всем телом к вам, не только головой, это невербальный способ сказать «я сосредоточен на тебе». Наше тело естественно разворачивается в сторону того, что нам интересно, включая людей. Иногда его друзья выдают его. Если вы в компании, и вдруг его друзья оставляют вас наедине, возможно, они знают то, чего не знаете вы. По словам психотерапевта Кристин Скотт Хадсон, друзья часто выступают в роли молчаливых крыльев, создавая пространство для возможной связи. Маленькие комплименты тоже имеют значение, особенно те, которые большинство людей упускают. Если он замечает вашу новую стрижку, изменения в одежде или выбор аксессуаров, такой уровень внимания говорит о том, что он наблюдает за вами внимательнее, чем обычный человек. Это значит, что вы зацепили его взгляд и, вероятно, его сердце. Физический контакт — еще один мощный индикатор. Будь то легкое прикосновение к руке, ладонь на плече или едва заметное касание пальцев, прикосновение создает связь. Одно исследование даже показало, что женщины чаще дают свой номер, если мужчина сочетает флирт
с легким прикосновением. Терапевт Алиша Пауэлл объясняет, что мы обычно не прикасаемся к людям, с которыми нам некомфортно, так что даже самое мелкое прикосновение может что-то значить. Теперь подумайте, насколько внимательно он слушает. Помнит ли он мелочи, которые вы рассказывали? Вашу специальность в колледже, кем мечтали стать в детстве или как вы пьете кофе? Если да, это не просто хорошая память, это эмоциональное вложение. Пауэлл говорит, что когда кто-то запоминает детали, это значит, что вы у него в приоритете. А терапевт Элисон Каркаран добавляет, что даже запоминание вашего кофейного заказа говорит о том, что вы занимаете место в его мыслях. Еще один тонкий знак — он часто называет вас по имени и, похоже, получает от этого удовольствие. Это может казаться мелочью, но то, как человек произносит ваше имя, может многое рассказать о его чувствах. Если он улыбается, когда произносит его, или естественно повторяет его в разговоре, это может свидетельствовать о более глубокой эмоциональной связи. И вот еще классический прием — попытка произвести впечатление. Будь то демонстрация навыков, острые шутки или громкое поведение, когда вы рядом, это может быть его версия распускания хвоста. Эксперт по личностному росту Роберт Кандел говорит, что уверенные в себе мужчины часто стараются привлечь внимание объекта симпатии. Это не всегда тонко, но это определенно знак. Обратите внимание, кто инициирует контакт. Если он первым пишет, звонит без особой причины или просто проверяет, как вы, это потому, что он хочет общаться. Мужчины редко ведут долгую переписку без настоящей заинтересованности. И, наконец, посмотрите, когда он хочет с вами встретиться. Если дело не только в пятничных вечеринках, но он приглашает вас на дневной кофе, поездки на выходных или неформальные обеды, значит, ему нравится быть рядом с вами не только из-за внешности. Эксперт по свиданиям Эйприл Байер говорит, что когда мужчина ценит вашу личность не меньше, чем внешность, он находит время для вас днем, а не только при приглушенном свете. Так что если вы сомневались в его чувствах, присмотритесь к этим признакам. Иногда истина не произносится вслух, она проявляется в действиях, привычках и тонком поведении. И чем лучше вы понимаете психологию за всем этим, тем яснее становится картина. Если это видео помогло вам лучше разобраться, поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать больше таких практичных советов. Спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.